Здравствуйте, друзья! С вами снова Роман Фат. И сегодня я хочу рассказать о 5 законах, которые действуют в нашей жизни так же, как законы физики. Но это не законы науки. Это не то, чему учат в университетах. Это законы энергетического поля, в котором мы живем. Их не видно, но их можно почувствовать. Особенно если вы тонко чувствуете людей, судьбы, сигналы мира. Иногда они срабатывают мгновенно. Иногда спустя годы. Но каждый из них рано или поздно дает эффект в теле, в отношениях, в деньгах, в самоощущении. Первый закон – это закон утечки через пустоту. Когда вы открыты, когда вы светлы, дружелюбны, вы излучаете чистый, яркий поток. И люди к вам тянутся. Но не все приходят с добром. Есть такое искажение. Чем ты проще, тем легче тебя не уважать. Чем светлее твоя аура, тем больше ее хотят использовать. Сначала вас хвалят, ты такой хороший, а потом уже позволяют себе фамильярность. Просто берут энергию, ничего не давая взамен. Это утечка. Вроде ничего не случилось, а вы пустые. Вы не поняли, когда вы перестали быть личностью и стали в кавычках своим, душечкой, понятным. Запомните, простота без границ превращается в канал для чужой выгоды. Будьте открытыми, но с защитой. Светите, но не пускайте абсолютно всех в святая святых к своей душе. Второй закон – это так называемый закон кармического тетриса. Вы помогаете, вы делаете больше, чем просят. Вы спасатель, опора. Но чем дольше вы это делаете, тем сложнее будут испытания, которые на вас упадут. И в какой-то момент ваша карма может сгореть от перегруза. Это как в игре Тетрис. Фигурки падают все быстрее, все сложнее, а вам все труднее с ними справляться. Почему? Потому что Вселенная считает, раз справляешься, держи еще. А люди считают следующим образом. Раз справлялся, значит ты обязан. И когда вы справляетесь, никто не скажет спасибо за все, что ты сделал. Скажут, сдулся. Это не про справедливость. Это карма несбалансированного служения. Когда вы даете, но не получаете. Когда вы спасаете, но не спрашиваете. А зачем? А для кого? Помогайте тем, кто просит и готов взять на себя ответственность. Иначе ваша судьба обрушится и завалит вас же. Третий закон. Закон сломанного потока. Если за вашу работу не платят, поток обрывается. Платеж – это не только про деньги. Это энергетическая благодарность. Если она не идет к вам, значит вы не завершили цикл. Любая задержка оплаты – это пробой в поле. Вы вложили, но не вернули. И тогда этот пробой начинает тянуть энергетику из других сфер. Потеря отношений, слабеет тело, нарушается сон. Мир говорит, ты продолжаешь давать, но не получаешь. Где баланс? Тот, кто задерживает платеж, делает вас не свободным, а зависимым. А зависимость – это всегда блок на потоке изобилия. Не бойтесь ставить жесткие границы. Не бойтесь говорить «моя энергия – это моя ценность». Четвертый закон. Закон ауры. Ваша цена – это отражение вашей вибрации. Если вы занижаете стоимость, вы снижаете чистоту своей души в глазах других. Мир считывает. Раз ты дешево стоишь, значит ты сам в себя не веришь. А если ты не веришь, почему должен верить я? Дешевое не ценят. На дешевое больше жалоб. К дешевому приходят не за мудростью, а за так называемой халявой. И уводят энергию, не оставляя благодарности. Это закон. Низкий ценник притягивает тяжелых клиентов. Тех, кто не готов трансформироваться. Тех, кто хочет решить все дешево или вообще бесплатно. И потом они жалуются, что не сработало. Ставьте цену не из страха, а по ощущению внутреннего достоинства. Вы не просто специалист, вы проводник. И вы имеете право брать эквивалент того света, который даете. Пятый закон – закон загрязненного поля. Ваше поле – это как некий храм. Если вы пускаете туда грязную энергию, токсичных людей, которые вечно жалуются, вечно недовольны, вечно хамят, то со временем туда перестанет приходить свет. Если вы держите в своем пространстве человека, который унижает других, хамит,
оскверняет ваше поле, вы рискуете остаться один на один с тьмой. Это как в кафе. Один постоянный агрессивный клиент, который шумит и приходит часто, и наступает момент, когда хорошие посетители больше не заходят. Ваша жизнь, ваш дом – это энергетическое пространство. Если вы не чистите их, они засоряются. И вы чувствуете усталость, раздражение, тревожность. Потому что ваше поле засорено чужой болью и злобой. Вывод один. Чистите свое пространство. С уважением, но твердо и решительно. Это не страшилки. Это энергетическая реальность. Мир работает не по принципу «хорошо-плохо». Он работает по принципу баланса вибраций и чистоты намерения. Если вы будете знать эти 5 законов, вам не придется бороться за место под солнцем. Вы будете этим солнцем. В своем пространстве, на своей чистоте, со своей силой. Берегите себя. Слушайте, что происходит внутри, когда внешне вроде бы все в порядке. И главное, не забывайте, вы и есть тот самый источник силы. Если вы чувствуете, что энергия утекает, что усталость не проходит, а желания больше не зажигают, это не просто переутомление. Это сигнал. Сигнал о том, что внутри вас серьезные утечки. Не поверхностные, а те, которые происходят на уровне сути. Где вы давно отдаете больше, чем получаете. Живете не в своем ритме, не по своей воле. Пытаетесь удержать то, что давно должно уйти. И в такой момент необходим не просто отдых, а точная диагностика вашего энергетического поля, чтобы не просто заделать трещины, а выровнять сам поток. Напишите мне в личные сообщения, и на консультации мы определим, где именно утекает ваша сила. Почему не удается восстановиться и как вернуть себе радость жизни, достаток и энергию действовать. С вами был Роман Фат. Желаю вам ясности, чистоты и силы.